Сегодня на примере видеокарты Radeon RX 480 я расскажу, как из вашей AMD-шной видеокарты выжать все до последней копейки. В стоке карточка майнит монету Ethereum со скоростью 24 мегахэша в секунду. Разгоняем, получаем 27 мегахэшей в секунду. Перепрошиваем BIOS и выжимаем 29 и более. Все, что нам нужно, это заставить видеопамять работать на более низких таймингах. Для этого нам придется модифицировать BIOS и перепрошить его. Сделать это не так сложно. Сейчас я поделюсь способом, который сработает на всех видеокартах AMD 400 и 500 линейки. Сперва я рекомендую установить специальный блокчейн-драйвер от AMD. Он оптимизирован для майнинга, и поэтому майнинг работает на нем стабильней. Ссылки на драйверы и на все необходимые программы вы найдете в описании. Следующим шагом нужно применить небольшой патч для драйвера. Патч отключает проверку корректности BIOS, и поэтому драйвер без проблем опознает вашу видеокарту с нестандартным BIOS. Далее откройте GPU-Z, посмотрите производителя видеопамяти и сделайте копию оригинального BIOS. Обязательно сохраните оригинальный BIOS в надежное место. Он потребуется вам в будущем, если вы захотите вернуть карту в исходное состояние. А теперь настало время изменений. Откройте Polaris BIOS Editor, загрузите оригинальный BIOS и нажмите на кнопку One Click Timing Patch. Программа автоматически подберет необходимые тайминги под вашу видеокарту. Сохраните измененный BIOS в удобное место, например, на рабочий стол. И теперь осталось только перепрошить сам BIOS. Для этого запустите с правами администратора программку AT WinFlash. Убедитесь, что выбрана нужная видеокарта, загрузите модифицированный BIOS и нажмите на кнопку Program, чтобы прошить его. Перезагрузите компьютер, и все, у вас получилось. Сразу после перепрошивки моя RX 480 без какого-либо дополнительного разгона стала выдавать 29 мегахэшей в секунду при майнинге эфириума. Если поднимать частоту видеопамяти и выше, то можно получить 30-31 мегахэш в секунду. Согласитесь, всего за 10 минут вашего времени неплохо получить прибавку в 5 дополнительных мегахэш. Особенно если у вас не одна видеокарта, а, например, 10. У перепрошивки BIOS есть два основных недостатка. Первый – это проблемы с гарантией. Сама по себе перепрошивка BIOS не лишает вас гарантии, но сервисный центр откажет в гарантийном обслуживании, если в тот момент, когда вы принесете им карту, на ней будет не оригинальный BIOS. Поэтому, если что-то с картой случится, обязательно нужно каким-то образом вшить в нее оригинальный BIOS и только после этого нести ее в сервисный центр. И если видеокарту вы используете не только для майнинга, но и для работы или игр, я бы не рекомендовал вам перепрошивать BIOS, потому что так у вас есть шанс столкнуться с визуальными артефактами или с нестабильной работой компьютера. Что делать, если что-то пошло не так? Например, вы перепрошили BIOS, перезагрузили компьютер и нет картинки. Для начала не паникуйте. Все, что вам нужно, это вторая рабочая видеокарта. Подойдет встроенная в процессор или материнскую плату. Вам нужно подключить монитор ко второй видеокарте и попытаться таким же образом через AT WinFlash прошить в неисправную видеокарту обратно оригинальный BIOS. Если видеокарта вдруг перестала определяться в диспетчере задач, не видится через AT WinFlash, ничего страшного. Ее можно отнести в сервисный центр, взять с собой флешку с оригинальным BIOS и попросить их перепрошить BIOS через программатор. В общем и целом способ безопасен. В большинстве случаев все проходит гладко. У вас нет ни единого шанса повредить видеокарту. Если бы он был, я бы не делал это видео. Если видео было полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и обязательно в комментариях делитесь своим опытом разгона и перепрошивки BIOS. Скачать Cryptex и все необходимые программы можно по ссылочкам в описании. Встретимся в следующих видео. Пока!